Странные, ни на что не похожие явления сопровождали пожар в Пеште Гашуга-Бич. К примеру, в кармане погибшего бедолаги найден медный цент, оказавшийся частично оплавленным. Однако он сохранил свою округлую форму, и надписи на нем делают его годным для оплаты. Другие монеты в том же кармане оплавились, но при этом уцелела одежда, и тело этого человека не имело даже ожогов. Мы не знаем, как это объяснить, кроме как согласиться с мнением, что торнадо и огонь сопровождались электрическими явлениями. История Великого пожара, Шихан и Аптон, Чикаго, 1871 год, страница 373. Привет, друзья! С вами вновь Елена Топсида. Вторая половина 19 века была отмечена сильнейшими пожарами и кометной активностью. Вот перед вами список так называемых больших или великих комет. Их ни много ни мало 15 штук. Для сравнения, в 20 веке их всего 2, и то по времени появления они ближе к 19 веку. По всем историческим данным, при прохождении рядом с нашей планетой ядра или хвоста кометы ранее ничего страшного не происходило. Однако по всей планете мы наблюдаем сильнейшие пожары и погруженные в грунт первые этажи зданий, построенные в первой половине 19 века и даже на значительных высотах. Неужели так быстро нарос культурный слой? Хотя нам говорят, составляющие кометного хвоста – это простейшие соединения водорода, углерода, азота и кислорода, вода, угарный газ, циан. Вещество кометных хвостов весьма разрежено. В конце хвоста степень разрежения доходит аж до единичных молекул. А какова плотность вещества в начале хвоста или в середине? Первое известное прохождение Земли через хвост кометы произошло в конце июня 1861 года. Это был хвост кометы Теббота. Все были счастливы увидеть ночные фейерверки из летящих сквозь атмосферу частичек кометного вещества. Однако все было не таким, как кажется. В этот раз я не буду показывать старый каменный карьер, засыпанный грунтом, где впоследствии сделали англиканский погост на 60 тысяч захоронений. В этом фильме я представлю свидетельские показания чудом выживших в страшном пожаре людей. Помимо больших комет в 19 веке, к Земле 5 раз приближалась потерянная короткопериодическая комета Биелы. В 1832 году комета разминулась с Землей так, что расстояние между двумя объектами составило меньше 20 тысяч миль. Что же, при таком подлете хвост кометы не задел бы Землю? Потом комета снова вернулась в 1839 и 1846 годах. В это время на нашей планете происходили мощные наводнения. Например, в 1842 году равнинная река Канзас поднялась на 4 метра, в результате чего пароходы оказались погребенными под 20-метровыми однородными лесовыми осадками. До сих пор находят погребенные паровозы первой половины 19 века на 3-4-метровой глубине. Возвращение кометы 1846 года стало по-настоящему уникальным, поскольку представило астрономам возможность наблюдать распад кометы на две части. Оба компонента чередовались по яркости, развивая параллельные хвосты по мере движения к перигелию. Последний раз комета была повторно открыта 26 августа 1852 года. Зато 27 ноября 1872 года, вскоре после того, как в сентябре Земля пересекла орбиту кометы, произошел крупный метеоритный дождь, пиковая интенсивность которого достигала 3000 метеоров в час. Но и за год до появления метеорного дождя происходили очень странные явления. В 1883 году Игнатиус Лойла Данелли выпустил книгу «Рагнарёк. Эпоха огня и песка». В ней он приводит свидетельские показания выживших в пожарах 1871 года. Итак, в 1871 году, в воскресенье 8 октября, одновременно в штатах Висконсин, Мичиган и городе Чикаго вспыхнули пожары, сильно пострадали от степных пожаров штата Айова, Миннесота, Индиана и Иллинойс. В то же время ужасные пожары бушевали на Олеганских горах, горах Тихоокеанского побережья и скалистых горах, и на севере в районе Ред-Ривер. Это событие привлекло внимание всего мира и вызвало гибель многих тысяч людей и лишение миллионов своей собственности. Лето в тот год выдалось на удивление особенно засушливым. Но вот наступила уже середина осени, а привычных затяжных дождей все не было. В тот день воздух был раскаленным, как в печи, все было выжжено и легко воспламенялось.
Ощущения происходящего были странными и казалось неестественными. В тот самый час, в половине 10 вечера, в тот самый момент, на расстоянии в сотни миль друг от друга и 3 разных штатах – Висконсин, Мичиган и Иллинойс – одновременно вспыхнули весьма странные и опустошительные пожары, просто из-за спонтанных возгораний. В Висконсине, на его восточных границах, где много леса, около озера Мичиган, был превращен в пустыню огненным смерчем регион в 400 квадратных миль, простирающийся на север от округа Браун и вмещающий в себя Пештига, Меннести, Холланд и многочисленные деревни на берегах Грин-Бэй. Здесь погибло около 750 человек, причем было еще много раненых, покалеченных и обожженных, которые скончались впоследствии. Вот что говорят свидетели, цитата. «На закате ветер утих, и наступил относительный покой, но после 9 часов и по необычайному совпадению, точно в то время, в которое случился пожар в Чикаго, люди этой деревни услышали ужасающий рев. Это был рев торнадо, который, сокрушая все на своем пути, прорывался через лес. Сразу после этого небеса загорелись ужасающим свечением. В небе, которое еще мгновение до этого было темным, появились огненные облака. Один из тех, кто наблюдал эту ужасную сцену, позже рассказывал, что огонь распространялся не постепенно, переносимый ветром от горящих деревьев и других предметов, а появился сперва в огненных вихрях, в огромных облаках, затем на вершинах деревьев, после чего опустился вниз и в конечном итоге поглотил все внизу. Несчастные люди вдыхали раскаленный воздух и падали на землю замертво. Их тела лежали на дорогах и на открытых пространствах, причем кожа и их одежда были абсолютно целыми, без заметных следов огня. Следов огня не было и поблизости. В Шугабуш, на обширной поляне, 4 мили шириной в нескольких местах были найдены тела, лежащие на открытой дороге. Они лежали так, словно спали. Этот феномен похож на то, как люди погибали бы в тесной толпе. Похоже, они собрались вместе в местах, которые они считали в тот момент самыми безопасными, далеко от зданий, деревьев или других воспламеняемых материалов, и там все погибли. Из книги «История Великого пожара» Шихан и Аптон, Чикаго, 1871 год, страница 372. Много было сказано о сильной жаре от пожаров, которые разрушили Пештига, Мэникаюн, Уильямсонвиль и другие населенные пункты, но все это до сих пор сказанное почти не описывает реальной картины. Среди людей распространилось убеждение, что наступает конец света. Никто никогда не сталкивался с чем-либо подобным. Они не могли дать никакой другой интерпретации зловещего шума, вспыхивающих в небе дымов и падающего с небес огня, которые немедленно поглощали все, чего они касались. Не было 2 людей, которые бы давали одно и то же описание огромного смерча, охватившего и пожиравшего деревню. Один из свидетелей говорил, огненные злые духи ада были спущены с цепи. Он падал с неба в виде огромных огненных щитов, говорил другой. Это был безжалостный дождь огня и песка. Вся атмосфера была в огне. Кое-кто говорил об огромных огненных шарах, которые раскручивались и выстреливали вперед потоки. Огонь скакал по крышам и деревьям, мгновенно зажигая целые улицы. Никто не мог выстоять перед этой волной. Люди бежали от смерти, которая была над ними, позади них и перед ними. Тот же источник, страница 374. В порте Гуроне, штат Мичиган, некто Алисон Уивер решил остаться на своей мельнице. Он знал, что пожар приближается, и вырыл себе небольшую яму, заполнил ее водой, потом набросал поверх толстой доски и стал ждать приближения огня. Около полуночи раздался страшный рев. Вскоре после этого пришел огонь. Уивер, завороженный, смотрел на приближающуюся стену огня. Огонь не бежал по земле и не перескакивал с дерева на дерево. Он налетел словно вихрь. Стена огня простиралась от земли до вершины деревьев. Как только огонь дошел до открытого места, Уивер прыгнул в свой колодец и закрылся сверху досками. Больше он ничего не мог видеть, но был способен слышать. Он говорит, что огонь ни на мгновение не остановился и совершенно не уменьшил свой рев. Сидеть в яме, пока его дом и мельница горели, стоило Уиверу большого труда.
Источник тот же, страница 390. В городе Вильямсонс, Миллс, штат Висконсин, был большой, но не глубокий пруд. Там укрылось 32 человека. Никто не спасся. Джеймс Б. Кларк из Детройта, который находился в то время в Юнион-тауне, писал: «Внезапно огонь дернулся вперед, подобно вспышке после выстрела мощного орудия, и окружил город с одной стороны полумесяцем. Было невозможно понять, откуда у продвигающегося вперед пламени такая ужасающая скорость. Стремительно бегущий огонь пожирал все на своем пути. Я увидел темную массу, несущуюся к нам от стены огня. Это было массовое бегство скота и лошадей, которые промчались мимо нас. Их глаза были расширенными, в них был заметен страх. На одной из лошадей лежал без сознания парень. Мы ему помогли садить с лошади, он нам рассказал: «О, неужели в аду хуже, чем здесь?» Тот же источник, страница 383. А теперь обратимся к Чикаго, чтобы познакомиться с самыми необычными результатами происходивших в атмосфере процессов. Нет нужды перечислять все подробно. Многие блогеры уже рассказывали о том загадочном событии. Как хорошо известно, огонь вспыхнул внезапно. История о том, что корова миссис О'Лири толкнула фонарь и этим начала пожар, оказалась фальшивкой. Причиной пожара стал газ от хвоста кометы Биелы, который поджег Чикаго, а также города еще в 3 штатах. Старший пожарный свидетельствует: «Я чувствовал нутром, что скоро начнется пожар. Об амбаре О'Лири он говорит: мы остановили огонь, и он не продвинулся дальше ни на фут. Но потом ко мне пришли и сказали, что загорелась церковь Святого Павла, расположенная примерно в 2 кварталах севернее. Следующим, насколько я знаю, загорелась лесопильная мельница». Тот же источник, страница 163. Один автор в нью-йоркской Evening Post говорит, что он видел в Чикаго здание, далеко отстоящее от линии огня и никак не связанное с ней. Пожары вспыхивали прямо внутри зданий. Пожар, поглотивший огромную часть Чикаго, имел необычный характер и привел к необычному эффекту. Огонь буквально расплавил самые крепкие каменные здания, которые раньше считались пожаробезопасными. Железо, стекло, гранит расплавились и спеклись в причудливый конгломерат, словно их пропустили через домну. Афинский мрамор горел подобно углю. Ни один из материалов не смог сопротивляться этому жару хотя бы мгновение. Огромные каменные и кирпичные строения расплавились под яростью огня, подобно тому, как тают и превращаются в лед снежинки, причем почти так же быстро. 6-этажные здания загорелись и исчезали навсегда за 5 минут. Огонь также проложил дорогу в огромное Юнион-депо и выжег все к югу на протяжении полумили, создав самый сильный ветер. Ветер, который превратился в настоящее торнадо, в котором ни один предмет не смог бы сохраниться. Странные фантастические огни синего, красного и зеленого цвета играли у углов зданий. Тот же источник, страница 85-86. Об интенсивности жара можно судить по тому, что случилось во дворе одной из больших фабрик по производству сельскохозяйственных орудий, где было уложено несколько сотен тонн чугуна в чушках. Этот чугун находился в 200 футах от любого строения. К югу от него протекала река шириной в 150 футов. В непосредственной близости к огню не было никаких строений, только большие здания. Гореть особо-то и нечему было. Тем не менее, жар был столь силен, что эта куча железа расплавилась и расплылась так, что сейчас она представляет из себя одну большую и твердую массу. Тот же источник, страница 121. Далее, выдержки из книги Мэла Васкина «Комета миссис О'Лири», 1985 год. Говоря о вспышке в Пештиге, он пишет: «Сопровождая огненную бурю и ветер, шел дождь из раскаленного красного песка. Тем очевидцам, которые пережили это испытание, было непонятно, откуда взялся этот песок. Должно быть, его подняли с земли невероятные ветры, но откуда? На пляжах был песок, но пляжи лежали на востоке, а ветер дул с запада и юга. Ни в лесу, ни на сельскохозяйственных угодьях Висконсина не было песка». Васкин также упоминает невероятные огненные шары, о которых сообщали многие люди. От них пострадала одна семья, жившая между Пештиго и Грин-Бэй.
Нападение было настолько внезапным, что семья смогла убежать только в центр огромной поляны на своей ферме, где не было ничего горючего. Они надеялись оказаться в безопасности в нескольких сот ярдов от строений или деревьев. Когда огонь обрушился на них со всех сторон, он на самом деле не коснулся их, но очевидцы видели, как они умирали. Огромный огненный шар упал на них, отца, мать и 4 детей. Они сгорели в одно мгновение, от них почти ничего не осталось. Многие выжившие описывали эти огромные огненные шары, падающие с неба. Все небо было заполнено ими. Круглые дымчатые массы размером с большой воздушный шар, летящие с невероятной скоростью. Они падали на землю и лопались. Васкин говорит, что яркая вспышка огня вырывалась из-под воздушных шаров, когда они приземлялись, мгновенно поглотив все, к чему они прикасались. Также заслуживает внимания сообщение о том, что пламя вырвалось из подвалов магазинов, когда не было никаких признаков пожара в какой-либо другой части здания. И огни в подвале горели странным светом, как будто бы горел виски или алкоголь. Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Пожары 1871 года были вызваны не просто засушливой погодой. Первое. Многие поражения при тех пожарах были похожи на химические. Так, если на теле жертвы не было видно сильных ожогов, то человек мог отравиться парами цианистых соединений, находящихся в газах хвоста кометы. Второе. Были поражения от электромагнитного излучения волнами сантиметрового диапазона. Известно, что поток заряженных частиц высокой энергии провоцирует в атмосфере и магнитном поле Земли сильные электромагнитные возмущения, приводящие к радиопомехам и срыву радиосвязи из-за ионизации воздуха. Торможение в нем заряженных частиц вызывает, в числе прочего, и микроволновое излучение. Человек фактически попадал в микроволновку. Третье. Выпал дождь из огня и песка. В хвосте кометы присутствуют обломки скальных пород. При прохождении плотных слоев атмосферы будет выпадать дождь из гранулированных силикатов или песка, смешанный с легковоспламеняющимися газами и явлениями электрического разряда. Библейский дождь из огня и песка. Четвертое. Спускающиеся огненные шары очень похожи на шаровые молнии. Пятое. Разноцветные языки пламени, наблюдающиеся на карнизах зданий, это обычное описание тлеющего или коронного разряда с острых краев крыши, наблюдаемого в разгар мощных атмосферных процессов, сопровождающихся высоким уровнем напряженности электрического поля, так называемые огни святого Эльма. Различные цвета свечения огней могут быть обусловлены ионами металлов, распыляемыми из материала поверхности. Шестое. Сплавление огнестойкого строительного материала обусловлено взаимодействием плазменных разрядов. Так в промышленности плазменные горелки используются для разрушения наиболее тугоплавких материалов. Седьмое. Огни в подвале горели странным светом, как будто горел виски или алкоголь. Точно так же в подвалах зданий электрические тлеющие разряды от металлических предметов или электропроводки испускали бы жутковатый синий свет, обуславливаемый известным повышенным уровнем содержания аргона в подвальных помещениях. Любые легковоспламеняющиеся газы, образующиеся в подвалах, а это, как правило, метан и сероводород, могут быть воспламенены разрядом, что приведет к взрывам. Как видно, прохождение кометного хвоста через орбиту Земли – это не только красивый дождь из метеоров, а настоящая трагедия для многих людей. Но вот почему этот факт от нас скрыли – это вопрос. А что думаете вы по этому поводу? Напишите об этом в комментариях. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго, с вами была Елена Топсида.